Всем привет! Сегодня я вам покажу, как связать вот такого вот новогоднего тигренка. Его можно связать в абсолютно любой цветовой гамме, какая вам больше нравится. Вот у меня как будто в костюмчике в красном, в красной шапочке. А следующего тигренка я вот сейчас на мастер-классе я буду вязать оранжевого, но в красных ботиночках, рукавичках, шарфике и шапочке. Высота этого тигренка 33 сантиметра. Надеюсь, вам этот мастер-класс понравится и у вас все получится. Жду от вас лайки, комментарии, ну и, конечно же, подписку, если вы еще не подписаны. Вязать этого тигренка можно из любой плюшевой пряжи. Можно даже связать не из плюшевой пряжи, просто из любой пряжи, которую вы вяжете. Можно связать его и из Alize Softy Plus, то есть как хотите. У меня здесь, в этом тигренке из Softy Plus связан вот этот вот бончик, вот тут вот обвязана шапочка и шарфик. Вообще можно всю шапочку связать из Alize Softy Plus. Весь тигренок у меня связан пряжей плюшевой. Красный у меня это Yarnard Dolce. Оранжевый я сейчас просто хочу использовать. Хочу сейчас связать тигренка немного в другой цветовой гамме. Вот у меня вместо белого рукавички, вот видите, и такие вот ботиночки белые. Здесь у меня будут красные ботиночки и оранжевый сам тигр. Здесь тоже все я хочу сделать оранжевым, а сделать красным рукавички, ботиночки и шапочку. А самого тигренка оставить оранжевым. Вот, немного нам понадобится черной пряжи для полосочек. По расходу основного цвета, вот если здесь смотреть на вот этого тигра, уже готового, то красного нам понадобится моток, может некоторым 1,5 мотка. То есть я не знаю, у всех расход разный, плотность вязания разная, поэтому буду говорить 1 или 2 мотка красной пряжи, белой пряжи то же самое, 1 или 2 мотка. И немного черной и немного Alize Softy Plus. Глазки у меня здесь 16 миллиметров. Ссылочку на глазки я оставлю в описании, где я покупала. Они очень качественные, хорошие. Можете, я покупала их на Алиэкспресс в Китае. Вот. Носик у меня тоже где-то 14-15 миллиметров. Вот такой вот коричневого цвета. Еще нам понадобится наполнитель, ножнички, обычная иголка с ниткой, крючок номер 4 основной и крючок номер 6. Я вяжу им шапочку. Ну, посмотрим, как я в этот раз буду вязать шапку. Может, я ее полностью свяжу красным цветом из Alize Softy Plus. Я еще посмотрю. Вот, если плюшевой пряжей, то лучше вязать 6 крючком, чтобы она была такая вот более объемная. Кстати, оранжевая пряжа у меня вот такая вот сейчас плюшевая. В принципе, я же говорю, любая, какая у вас есть, подойдет. Давайте начнем с ножек. Я красным начала вязать, вы смотрите сами, как вам больше нравится. У этого тигренка у меня белым ножки связаны, и потом на красный переходим. Здесь мы будем красным вязать, потом перейдем на оранжевый и немного обвяжем белым. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю здесь. Вот кто начинающий, новичок, не знает, как вязать, сходите посмотрите сначала это видео. Потом вам будет уже более понятно. Так, я делаю петельку и 2 воздушные петли. И в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. 1, 2. Крючок номер 4, кстати. 3, 4, 5, 6. Во втором ряду я буду вязать 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида.
Вот этот ряд я провязала. В следующем ряду будем вязать 12 прибавок. Тоже в каждую петельку по 2 столбика без накида. 12 прибавок. Вот я сделала 12 прибавок. И в четвертом ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда. 12 раз у нас получится так сделать. В конце ряда будет 36 столбиков без накида. То есть целый ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Вот этот ряд я довязала. Дальше нам нужно с 5 по 8 ряд включительно связать просто в каждую петельку по столбику без накида. То есть с 5 по 8 ряд вяжем по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Так, я провязала эти 4 ряда. Дальше у нас 9 ряд. Вяжем 12 столбиков без накида. Можно перенести маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь нам нужно сделать 6 убавок подряд. Видео по убавкам я прикреплю здесь. Я их делаю за передние стеночки. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12 столбиков без накида до конца ряда. Дальше 10 ряд. Вяжем 8 столбиков без накида в начале ряда. Теперь делаем 3 убавки. Вот первая, вторая, третья. Теперь вяжем 2 столбика без накида. Снова делаем 3 убавки. Один, 2 и 3. И 8 столбиков без накида до конца ряда. Следующий ряд у нас 11. Тоже вяжем в начале ряда 8 столбиков без накида. Теперь делаем 4 убавки подряд. 1. Тут сильно петли не растягивайте, потому что тогда будут дырки. Тут надо как можно плотнее связать вот убавочки сами. Вот 4 убавки сделала и 8 столбиков без накида до конца ряда. Вот так вот сейчас это выглядит. Красный цвет, видите, он немножко засвеченный. Ну, вот так. Так, следующий ряд 12 вяжем 5 столбиков без накида.
Хотите, маркер переставляете. 2, 3, 4, 5. Теперь делаем 2 убавки. 1, 2. Теперь нам нужно провязать 2 столбика без накида. 1, 2. Снова 2 убавки. 1, 2. И 5 столбиков без накида до конца ряда. Так, с убавками закончили. Следующий ряд провязываем просто в каждую петельку по столбику без накида. Всего 16. Вот провязываем, это у нас 13 ряд, 16 столбиков без накида. 13 ряд я закончила вязать. Дальше 14 ряд тоже нужно провязать 16 столбиков без накида, но только за переднюю стеночку. Смотрите, у нас есть вот передняя стеночка в петельке. Конечно, в красных это не очень видно на красной нитке, но вы почувствуете, вот тут есть передняя и задняя. Вот нам нужно только за переднюю стенку провязать 16 столбиков без накида. 2, только за переднюю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пока вытянем ниточку, оставим так. Нам теперь, вот мы сейчас за переднюю стеночку вязали, а внутри осталась задняя стеночка. Вот она тут выпирает, под нее хорошо проходит крючок. Вот вы ее увидите и почувствуете. Просто, может, на видео это не видно, а так видно, такой кантик идет. Вот нам за эту заднюю стеночку нужно связать уже другим цветом, каким вы вяжете. У меня это будет оранжевый цвет. Я на него перехожу и начинаю вязать им. Тоже 16 столбиков без накида, но только уже за заднюю стеночку. Тут вот я вот так вот сейчас присоединяюсь. Хвостик подлиннее я оставлю, я его завяжу, тут узелочек потом. И вяжу за заднюю стеночку 16 столбиков без накида. Ну, как внутри получается. И тогда вот будет эффект вот этот вот, как будто сверху одет вот этот вот ботинок. В общем, довязываем самостоятельно, как изнутри пошло вязание. Красную нить я пока не обрезала. Дальше еще оранжевым вяжем. Я оранжевым буду считать, что это тоже был 14 ряд, потому что мы в 14 ряду провязали красным за переднюю стенку, а оранжевым получается за заднюю стенку. Дальше, значит, у нас идет 15 ряд, вяжем 6 столбиков без накида, 1 убавка. И так 2 раза нам нужно сделать. 6 столбиков без накида, 1 убавка. Маркер обязательно сюда перенесите и посмотрите, чтобы вы просто лишние убавки не сделали. У нас 14 петелек должно остаться в ряду. Потом мы их будем вывязывать уже дальше без изменений. Я закончила. Дальше давайте провяжем один ряд, просто 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 и 14. Это мы только что провязали 16 ряд. Пока тоже вытянули ниточку, оставили ее. И возвращаемся к красной. Здесь я добавлю белого цвета, вот этот вот сделаю ободочек. Если вы вяжете по этому мастер-классу, ну по вот этой вот цветовой гамме, то просто беленьким дальше и провязывайте. Ну в цвет сапожка. Нам просто нужно обвязать еще один ряд в каждую петельку по столбику без накида, но уже берем за 2 стеночки, полностью в петельку заходим. Я это сделаю белой ниточкой, обвяжу. А вы уже смотрите, как вы вяжете, каким цветом. Хвостик тут тоже побольше оставьте, потому что мы это все потом протянем вовнутрь и там завяжем между собой. Просто обвязываем целый ряд столбиками без накида. Смотрите, вот ряд я провязала, теперь вот в следующий захожу петельку, делаю соединительный столбик, ниточку обрезаю, тоже обрезаю ее подальше. И сейчас мы спрячем эти хвостики все. Вытягиваю, пока уберу этот маркер тоже, вытягиваю и протягиваю на эту сторону. Сначала сюда я протяну. Так, нет, это не надо туда. Мне эти ниточки, красную, кстати, тоже можно обрезать уже. Нам все это нужно протянуть вовнутрь и внутри завязать. Я ее сюда вовнутрь сейчас протягиваю, видите, прям вовнутрь. И белую точно так же. Одну туда и вторую. Так, здесь я их хорошо подтягиваю. Мне здесь нужно завязать и оранжевую, и 2 белых, и 1 красную. То есть все вот эти хвостики я здесь завязываю между собой и прячу внутри. Вот я хвостики вовнутрь спрятала, и на этом этапе добавляем наполнитель полностью в этот сапожек. Хорошо сюда плотненько добавляем, чтобы он у нас красиво вот так вот держал форму. Вот на белом вам покажу, лучше видно. Видите, какая красота получается. Полностью добавляем наполнитель и будем вязать дальше. Вот смотрите, наполнитель я добавила. Такая уже красота получается. И будем вязать дальше. Вот мы связались в последний ряд оранжевым цветом. Это 16 ряд был, 14 столбиков без накида. Вообще тоже легко посчитать вот этот новый цвет. Мы же его начинали с 14 ряда. Вот он у нас начинается 14, 15 и 16 провязан. В 16 мы просто провязали 14 столбиков без накида. И дальше с 17 по 22 ряд включительно вяжем тоже по 14 столбиков без накида в каждом ряду. То есть без изменений вяжем с 17 по 22 ряд включительно. Вот провязала я по 22 ряд включительно. Дальше 23 ряд вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. Так делаем 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. И следующий ряд, последний, это у нас 24 ряд. Вяжем 12 столбиков без накида.
Теперь делаем соединительный столбик в следующую петельку и обрезаем ниточку. Я прячу вовнутрь. Добавляем сюда наполнитель до конца ножки. И вторую ножку вяжем точно так же. Вот такие вот две ножки готовы. Теперь будем вязать ручки. Тоже начинаем вязать, вот если вяжете, как я сейчас, то красным цветом, если как я раньше, то белым, рукавичку. Все то же самое, делаем петельку, 2 воздушные петли. И в первую петельку набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок в каждую петельку по 2 столбика без накида. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. В конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это третий ряд. А затем 4 и 5 ряд провяжем по 18 столбиков без накида в каждом ряду. Дальше у нас 6 ряд. Вяжем 4 столбика с накидом в 1 петельку. То есть делаем накид и вот заходим в петельку. Провязываем сначала этот накид, а затем и саму петельку. Вот это вот 1 столбик с накидом, помечаем его маркером. В эту же петельку вяжем такой же 2 столбик с накидом. В эту же петельку вяжем 3 столбик с накидом. И сюда же вяжем 4 столбик с накидом. Это мы вывязываем пальчик. Вот такой вот имитацию такого пальчика делаем на варежке. И дальше вяжем до конца ряда 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот дошли до этих столбиков с накидом. В следующем ряду, это у нас 7 ряд, делаем 3 убавки сразу подряд. Я захожу полностью вот за переднюю и заднюю стеночку и провязываю 1 убавка, переношу маркер. Дальше делаем 2 убавку. И сразу же 3 убавку. Вот такая вот красота должна получиться. Теперь вяжем 13 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. До конца ряда как раз должно остаться 2 петельки, мы делаем убавку. Вот, сделали убавку. Следующий ряд, 8, провязываем просто 17 столбиков без накида. В каждую петельку по столбику без накида. Тоже перенесите маркер и провязываем без изменений, просто столбиками без накида. Этот ряд я провязала. Теперь провяжем 17 столбиков без накида, это 9 ряд, только за переднюю стенку. То есть тоже получается, мы в 9 ряду провяжем за переднюю стенку 17 столбиков без накида цветом варежки. И в этом же 9 ряду только за заднюю стенку провяжем уже, вот я оранжевым буду вязать ручку. Тоже 17 столбиков без накида, только за заднюю. Все, вот в 9 ряду вяжем только за переднюю стеночку 17 столбиков без накида этим же цветом. Вот я 17 провязала, ниточку вытянула
Теперь беру оранжевый цвет и в этом же 9 ряду, только за заднюю стеночку, как я вам показывала и в ножке, я присоединяю ниточку. Хвостики оставляю, хвостики спрячем аналогичным образом, как и на ботинке. Просто мы здесь будем сейчас обвязывать за заднюю стеночку эти 17 столбиков без накида. Вот довязала я. Теперь нам нужно следующий ряд, это 10 получается, вот оранжевым цветом. Будем вязать 1 столбик без накида, 1 убавка. Так сделаем 5 раз. И в конце останется еще провязать 2 столбика без накида. Нам нужно, чтобы у нас в конце 10 ряда было 12 столбиков без накида. Сейчас 17, а нужно 12, то есть нам нужно сделать 5 убавок. Это я провязала. И сейчас еще один ряд, 11, провяжем 12 столбиков без накида. И пока что оставим. Перейдем опять на саму варежку. Вот я 12 столбиков без накида оранжевым цветом провязала, ниточку вытянула, пока маркер уберу, чтобы он мне не мешал. И возвращаюсь к самой варежке. Если вы не обвязываете здесь дополнительным цветом, как я белым, то просто в цвет варежки провяжите еще один ряд. Здесь вот по варежке. Просто обвяжите, как мы обвязывали в ножке. Столбиками без накида. А я это сделаю белым цветом. То есть просто вяжем целый ряд столбиками без накида по кругу. Так, все, этот соединительный столбик делаю, ниточку обрезаю, красную ниточку тоже обрезаю. Теперь это все протягиваем и завязываем узелки, как я показывала, их ботиночки, прячем вовнутрь и в саму рукавичку добавляем наполнитель. И расскажу, как вязать оранжевым цветом. Мы закончили вязать 11 ряд, просто 12 столбиков без накида. Смотрите, начинали мы 9 за заднюю стенку обвязывать, вот 9, 10, 11. И теперь нам нужно с 12 по 19 ряд включительно провязать по 12 столбиков без накида в каждом ряду. То есть мы до конца ручки будем вязать без изменений. Сделаем потом соединительный столбик и обрежем ниточку, добавим наполнитель, и ручка будет готова. То есть самостоятельно сейчас вяжем с 12 по 19 ряд включительно. По 12 столбиков без накида в каждом ряду. Так, вот 2 ручки, 2 ножки готовы. Теперь будем вязать туловище. Я это буду делать оранжевым цветом. А вы, не знаю, или красным, или каким вы там вяжете. В общем, вяжем туловищем.